что, думали, все, я пропал и пора отписываться, но нет. Я все еще с вами. Просто за последнее время произошли ключевые события в нашей жизни, которые потребовали внимания, сил и энергии. Всем снова привет, меня зовут Денис, я разработчик, и на этом канале рассказываю, как я учусь и развиваюсь, что люблю и что считаю важным. Подписывайтесь, если хотите двигать вместе со мной. Ну, а я начинаю. Сегодня я расскажу о том, где я пропадал все это время, как изменилась наша жизнь и как возникла необходимость переделывать наше настоящее и перепридумывать будущее. Теперь мы живем в городе Орхус, что на восточном побережье датской Ютландии. Красивый, компактный, с морем в пешей доступности и очень особой атмосферой. Мы попали сюда не совсем обычным образом для моей среды. Переехали мы не по классическому IT-сценарию, когда ты становишься сеньором, за который дерутся компании, высылая тебе офферы с релокацией. На этот раз все по-другому. Мы здесь потому, что свою большую мечту исполнила моя прекрасная жена. Галя с детства мечтала пожить в маленьком городке у моря и реализоваться как исследователь в своей специальности. Галя искусствовед. Она давно увлечена современным искусством, но в последнее время ее особенно захватило изучение текстильных практик, таких как вышивка, вязание и ткачество. Сейчас она PhD-исследователь в аспирантуре университета Орхуса и пишет тут диссертацию. Через несколько лет она станет кандидатом наук. Ее проект о юморе в современном текстильном искусстве. Это очень крутая и конкурентная позиция, на которую она попала после серьезного отбора. Обошла несколько десятков претендентов. Галя исследует, как художницы с помощью иронии, сарказма, пародии и других юмористических приемов говорят о непростом. О травме, уязвимости, гендерных стереотипах, ожиданиях и других темах. Ведь юмор часто помогает нам в сложные времена, а в шутке всегда есть только доля шутки. Сейчас она осваивается, входит в ритм и начинает активно работать над проектом. А со следующего года даже начнет преподавать. Для меня ее история – это как раз тот случай, когда говорят, что для исполнения своей мечты, помимо таланта, нужно уметь не опускать руки, учиться на своих ошибках и двигаться вперед. И вот в какой-то момент, когда ты всю эту огромную работу проделал, звездам над твоей головой поможет сойтись вот маленькая толика удачи. Теперь моя очередь. У меня виза с правом на трудоустройство, и я сейчас в поиске. Мне предстоит найти работу в этой маленькой стране. Мне кажется, это будет очень непросто. Против меня играет необходимость найти ее именно тут, в Дании, население которое около 6 миллионов человек, и в идеале он-сайт в нашем маленьком городе, где живет около 160 тысяч. Да, тут оживленная, насколько это возможно, IT-сфера, работает много продуктовых компаний, включая крупных, есть несколько аутсорс-компаний, но общество довольно закрытое, и будет сложно пробиться без связей, полезных знакомств и, самое главное, внятной стратегии. Буду балансировать между своими объективно сильными сторонами, это full-stack разработка на JavaScript и TypeScript, и моим большим желанием уйти в бэкэнд, в идеале на Java и Spring. Сейчас я думаю над стратегией и эффективной воронкой соискателя, чтобы быть достаточно привлекательным для первого контакта и выхода на первоначальные этапы собеседования. Бездумно рассылать резюме – плохая идея. Рынок компактный, и можно легко сжечь все возможные варианты и контакты. Лучше четкая стратегия, ясный фокус и персонализированный подход. Конечно, мне будет попроще, чем Галя, ведь она нацелилась на этот конкретный университет в этой стране и несколько лет подавала туда свои заявки. Это как если бы я решил, что хочу работать только в орхусском офисе Uber и нигде больше. Но все равно это не целый европейский рынок, где вакансий и возможностей существенно больше, чем здесь локально в Дании. На моей стороне хороший английский, виза с разрешением на работу и тот факт, что мне не нужно релоцировать. А значит, я могу претендовать на любые позиции, а не только высокоуровневые, которые как раз предполагают релокацию. Сейчас я готовлю стратегию поиска работы в рамках своих компетенций. Тут сложность в том, что я пробовал себя в разных ролях, и как действую сейчас full-stack разработчик на JavaScript, и как бэкэндер на Java и Spring. Мне очень понравилась последняя роль.
очень хочется развиваться в этом направлении, но понятно, что мой опыт больше в стеке на JS. Сейчас компании не готовы вкладываться в длительное обучение сотрудников, ведь на рынке много предложений от уже опытных разработчиков, которые встроятся в существующие проекты и процессы без лишних напряжений. А поскольку моя текущая задача выдержать общую конкуренцию на рынке и найти точку входа в него, фиксация на желаниях тут, наверное, не самая лучшая стратегия, ведь тогда я потеряю добрую половину предложений о работе. Ну ладно, этот процесс длительный, но я уверен, очень интересный. Я обязательно расскажу вам, как будут идти дела, работает ли эта гипотеза, формируется ли на ней приемлемая воронка, которая позволит мне выходить на первичные собеседования и проходить дальше. Об этом отчитаюсь позже, и мне очень поможет, если вы в комментариях подсветите моменты, которые лично вам были бы интересны в этом контексте. У меня пока нет истории изнутри про датские команды, корпоративную культуру и процессы, но я надеюсь, они скоро появятся. А пока я хочу снять ролик про то, как мы здесь обустраиваемся, каково это жить в маленьком северном городе с его непривычным бытом, транспортом, медициной, школами, квартирами, магазинами и прочими неожиданностями. Сам город Орхус мне показался очень интересным, и, как я уже говорил, мне хочется рассказать о нем подробнее. Тут также, если вы накидаете вопросы и темы, которые лично вам интересны, про быт, обустройство, школы, больницы, что угодно, мне будет проще собрать актуальный и интересный ролик, поэтому обязательно напишите строчку-другую из первых мыслей, что вдохновит вас кликнуть на следующий ролик на канале. Надо мне возвращаться к ведению канала, и хороший буст словом под зад будет лучшей мотивацией. Этот ролик для меня как новая точка отсчета, новый этап, новый город, новые правила. Мы переехали в Данию, и теперь шаг за шагом пробуем выстроить здесь жизнь заново. Без четкого сценария, без гарантии успеха, но с ощущением, что мы на своем пути. Меня вдохновляет Галкина история про то, как из желания, упорства и честности перед собой можно построить себе новую дорогу даже в незнакомой стране. И одновременно пугает и мотивирует моя собственная ситуация, когда нужно заново выйти на рынок, проявить себя, найти работу и пройти все эти уровни игры заново, только уже на зарубежном рынке. Но я уверен, что если идти маленькими шагами, не терять фокус, не бояться быть уязвимым и продолжать делать свое, то все получится. Keep calling и до встречи.